Всем привет! Бегом бегу на ролик, чтобы не опоздать. Смотрите, сегодня мы будем плести вот такую вот конфетницу необычную. Это корневое плетение. Кому оно по душе, значит приступаем к плетению. Взяли, скрутили такой вот кружочек. В 3 слоя он у меня. После чего мы подставляем нашу трубочку рабочую и оплетаем 6 стежочков. Отверстие делаете, смотрите, чтобы у вас оно не было сильно большим, ну и чтобы удобно было просовывать. После того, как мы проплели 6 наших стежочков, теперь начинаем оплетать уже нашу основную трубочку. Основная трубочка — это серая трубочка, рабочая — это голубая. Продеваем в петелечку. Продеваем мы под голубой и под серой одновременно. Если кто-то не знает, как начинать плести, есть урок по корневому плетению. Открывайте плейлист, там есть. Здесь я подставляю уже бежевую и проплетаю бежевой. Я плету и основная, и рабочая трубочка у меня одинаковые полосы. Они у меня по 7 сантиметров ширина полосы, на спицу 1,8. Но по-хорошему мастера советуют делать основную немножко пошире, где-то на 10 сантиметров ширину полосу брать, а рабочую уже потоньше. Ну и это вы смотрите на свое усмотрение, все плетут по-разному, кому как удобно. Трубочки должны быть слегка увлажнены, не такие сильно влажные, но чтобы они у вас не порвались, но и не сухими. Хотя, в принципе, некоторые плетут и сухими. Но у меня не получается плести сухими, мне это не нравится. Лучше плести обработанными. Но слегка такие вот они умеренно высушенные. Вы когда начнете плести, вы поймете, когда у вас будет трубочка рваться или когда будет в самый раз. Сплющиваем трубочки, можно прокатать скалкой сразу все трубочки, чтобы они у вас сразу были сплюснутые. Или, как я, рукой просто проплюснули и все. Одеваю еще одну основную трубочку, добавляю серого цвета и проплетаем еще бежевым. Если у нас промежуток между стежками уже достаточно большой, значит нам нужно сделать виток. Смотрите, вот я обкрутила вокруг трубочки, это я сделала дополнительный виток и получила еще одну петельку, скажем так, в которую потом мы сможем уже плести. Можно просто обвить трубочку основную, вот эту вот верхнюю, а можно сразу захватывать вместе с нижней 2 основные трубочки. Можно так делать. Здесь я, вот видите, обрезаю с лицевой стороны, наращиваю трубочку бежевую, но потом я перейду на обратную сторону, буду там наращивать, потому что мне это больше понравилось наращивание с задней стороны. Проплели, теперь будем плести уже в наши виточки, в наши накиды. Вот сюда вот продеваем наш накид и также проплетаем еще несколько рядков нашей бежевой трубочкой.
Здесь я уже буду формировать. Вот видите, я уже на обратной стороне обрезаю наращивание. И одеваю уже голубую трубочку и будем формировать наши листики. Осторожно придерживаем трубочку, чтобы она не соскочила. И туда заводим. Мне этот вариант больше понравился. Наращивание. Вы смотрите сами, как вам удобней. Теперь я проплетаю 2-3 ряда голубой трубочкой. Просто по кругу, а потом будем уже их разделять на голубую и бежевую. Тут я решила поэкспериментировать и добавить бежевую, ну, голубая у меня уже есть, и еще плюс добавить бежевую. Я решила, что так я сэкономлю трубочки, но в конце концов я поняла, что так делать не надо. Лучше плести одной трубочкой, обрезать ее и менять цвет. Это я буду делать потом тоже так. Но изначально чего-то мне показалось, что лучше сделать вот как я сейчас делаю. Видите, бежевая у меня осталась, а теперь плету голубой. Может быть, поначалу, в принципе, и можно так делать, потому что там бежевый всего лишь один стежочек. Потом их там будет тоже 2-3, ну, мало стежков. И я таким образом решила подэкономить трубочки. Проплетаю я 6 стежков. У меня 24 всего петельки получилось. Я их разделила на 4 лепесточка по 6 стежков. Вот я опять добавляю 6 стежков, проплела, теперь добавляю еще одну бежевую и теперь плету дальше голубой. Если у вас кончики начинают махриться, значит обрезайте их под острым углом и плетем дальше. Тут я также делаю остальное, еще добавляю 2 бежевые трубочки. Подошла я к нашему первому стежку бежевый. Теперь мы его оборачиваем вокруг трубочки основной 2 оборота, и будет еще у нас 3 потом. Продеваем протяжку, делаем небольшую с изнаночной стороны голубой. Голубую можно проплетать дальше, бежевая остается. Такая небольшая протяжка получается. Здесь мы одну уже не доплетаем, было 6, теперь уже 5 голубых стежков. Бежевую также мы продеваем. Опять сделали протяжку голубой трубочкой. А теперь бежевую обновляем. Это уже следующий круг у нас. Тут уже стежочков побольше. Что был первый круг, 1 стежок бежевый, потом 3, теперь вот поболее. 5 стежков будет у нас. А голубую плетем дальше. Если вы не захотите так заморачиваться, как я заморочилась, значит просто плетите обычными
трубочками просто меняем цвет. Желательно в такие моменты накрутить короткие трубочки, на короткие, не на 30 сантиметров, как будет трубочка, а хотя бы, чтобы трубочки были по 15 сантиметров, а можно и еще короче сделать, в зависимости от того, какая вам понадобится, чтобы не делать большие обрезки. Здесь я обрезала голубую и плиту бежевой. Голубую мы потом спрячем под стежок, и не будет ее видно. Бежевую наращиваю на задней стороне. Меняю на голубую и плетем дальше. Там, где мы бежевыми уже будем делать вот здесь вот большой ряд, у нас сильно получается. Значит, я проплела 7 вот обмоток, сделала и продела под низ, под следующий ряд, чтобы зафиксировать, чтобы они у нас не гуляли, эти трубочки. Вот таким образом мы зафиксировали посерединке и проплетаем дальше. Так мы делаем по кругу. А теперь мы будем вокруг наращивать нашу голубую трубочку. Просто также мы обматываем черную трубочку. Серую я заменила уже на черную. Сделала накиды своего рода. Можно было дальше продолжать делать лепесток, но я решила, что пора сделать просто в круговую голубыми трубочками, поменять узор. Поменяла узор на ходу. Видите, у нас такая вот квадратная получилась уже плетенка, как цветочек.
Она уже очень симпатичная, можно оставить так, и будет подставка под кружки, чашки. Здесь я в каждый стежок, который мы накид делали, продеваю и проплетаю по кругу. Проплетаю несколько рядочков, потом я также добавила бежевую и начала плести уже бежевой. Здесь я вам сейчас покажу, как я сделала. Сгибаю само плетение, вот так слегка его сжимаем и проплетаем, чтобы придать форму. Здесь у меня попалась слишком влажная трубочка и тяжело ей работать. Слегка сдавливаем плетение внутрь. Плетется оно довольно-таки быстро. Когда вы плетете, вы не сильно затягиваете свои стежки, делайте их более-менее свободными, тогда вам будет легко плести. Не будет никаких проблем протягивать. Вот оно, видите, уже сгибается во внутреннюю часть. Теперь я делаю уже последний ряд. Также продолжаем, как и плели, только теперь мы обматываем нашу трубочку. Когда подходим к стежку, мы продеваем в стежок. Теперь опять обмотка до следующего стежка. Плотненько все обмотали и продели стежок, и получили в результате нашу конфетницу. Я надеюсь, было понятно. Если что-то непонятно, пишите обязательно комментарии. Помогайте, делитесь в соцсетях, это очень важно для моего канала. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик. Всем творческих успехов и до новых встреч на новых уроках.